День добрый. Здравствуйте. Так, у нас Зайцево деревня, да? Да, все правильно. Угу. Прохладно, да? Да сегодня, да, как-то очень промозглая погода какая-то такая. У вас хорошо, тепленько. Если хотите, там подогрев можно включить сиденье. Да, можно, пожалуйста. А вот с правой стороны на двери там такие нарисованные. Да. Разобрались, да? Ага. Крутая машина-то, не похожа вы на обычного водителя. Подрабатываете? Ну, как сказать, вообще-то, если честно, не подрабатываю, работаю постоянно. Просто так получилось, что есть возможность ездить на хорошей машине, вот если коротко. Поэтому езжу на хорошей машине. Хорошая возможность. Ну, согласен. Я в этом плане не люблю экономить. Понимаю. Комфорт прежде всего. Ну, это еще и чисто личное, мне кажется. Знаете, вот, например, дома люди любят носить, ну, это мужчины, наверное, в первую очередь касается, какие-то старые драные футболки, там старые драные какие-то штаны, а я нет. Я хожу в хороших вещах дома. Ну, в общем, так. Это правильно. Я своему мужу тоже не разрешаю. Как-то неэтично, некрасиво. Как-то что это драные, все это неинтересно. Да. Не то, на чем стоит экономить, мне кажется. Понятно, что они комфортные, может быть, там эти все вещи, да? Потому что старые уже к телу, так скажем, форму приняли. Не знаю, может, некоторым женщинам нравится. Не, все может быть, согласен. Да, какие-то драные футболки, растянутые штаны. Так, а у вас... Так, стоп. У вас был безнал. Ну да, муж заказывал. Да, а сейчас у вас перекинулся на наличные. В смысле? Ну, у вас сначала была оплата за это самое, а сейчас сменилась форма оплаты. У вас был безнал, а сейчас у вас стало наличные. Подождите, а у вас поездка... Ну, вот кто-то поменял, как? Не знаю. Кто? Вы заказывали такси? Слушайте, ну муж заказывал, он как бы... Со своего приложения? Со своего. У меня даже нет, я вообще не парюсь этим. Я и не умею, и не дружу вообще. Просто, видите, если был безнал, мы бы поехали. Просто поездка дальняя. Да, вот, и, конечно. Соответственно, если поездка дальняя, я беру вперед деньги. Потому что она дальняя. И если коснись там, ну, за наличные только имеется в виду, потому что коснись какие-то проблемы будут, мне не очень хочется бесплатно проехать 50 километров. Ну, я понимаю, муж 1415. Туда, а нет, вы просто мне дайте 1415 рублей, и мы поедем, собственно говоря. Слушайте, уважаемый, как вас зовут, я забыла, извините. Я не представлялся, Евгений меня зовут. Евгений, ну, я все понимаю, у меня налички нет, и оплачивал муж, поэтому, ну, как бы это бесполезный разговор, я не смогу. Нет, ну, это для вас он бесполезный, а для меня он вполне себе полезный. Ну, просто эта история такая. Я, во-первых, не люблю, когда перескакивает с безнала на нал в процессе поездки. Ну, это уже такой тревожный звонок. А во-вторых, для меня важно не приехать в холостую. И я просто не знаю, там ситуация, может быть, мужа вашего не будет на месте. Мы там будем сидеть, ждать его, еще что-то, денег не хватит, сдачи не будет. Любая канитель может возникнуть. Я просто всегда беру, когда дальняя поездка, деньги вперед. Я все понимаю, но телефон у меня вот разрядился, ничего сейчас не могу сделать. Давайте поедем, как бы там все решим. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Давайте так. Ну, смотрите, что... я понимаю, во-первых, телефон можно зарядить, это во-первых. Во-вторых, если из телефона деньги не появятся, а на слово я тоже не верю. Если бы вы могли бы мне наличные дать какие-то, то, соответственно, мы могли бы с вами... Слушайте, ну вот, к сожалению, у меня такой суммы нет сейчас. Ну, тогда, к сожалению, я не смогу вас отвезти уж без обид, как говорится. Просто давайте я закрою поездку. И, собственно говоря, пока я недалеко отъехал, и на этом закончим. Ну, а вы как-то, я не знаю, там, свяжетесь
самостоятельно Ну, я, сможем во-первых, здесь вообще плохо ориентируюсь. Давайте, как бы, я не собираюсь никуда выходить. Мы доедем, и там все решим. Нет, а если мы доедем и не решим, то что будем делать? Вот, Мы и я в вот, любом вот случае так решим. дышать буду я тогда там, Нет, понимаете? мы в любом случае решим. Сильное заявление. По-любому. Тем более вы солидный человек, видно по машине. Нет, я-то солидный человек, это в моих интересах деньги получить. Я-то не уеду никуда, понимаете? Я никуда не уеду, и я вас в Очень поле... мало времени. Нет, я Да. понимаю, я вас в поле не оставлю. То есть, если я работаю в такси, так я работаю в такси. Вот я вас не знаю, мужа вашего не знаю. Я даже не знаю, есть ли там муж, понимаете? И как на самом деле ситуация происходила. У вас меня... пришел заказ? Пришел. Ну. Ну, в чем проблема? Проблема в том, что у вас в процессе поездки с безнала на наличные оплата переключилась, понимаете? Я не очень в этом понимаю. Я И, понимаю, может быть, а вы я в тоже этом... хотите меня обкрутить, как-то, я не знаю. Нет, а я в этом очень понимаю, вот честно. Вот я в этом прям очень понимаю. И чтобы у меня не было проблем в деревне там какой Зайцево. Зайцево. Да, все в деревне Зайцево у меня не было проблем с какими-нибудь зайцами. Я хочу, чтобы у меня появились просто деньги здесь до того, как мы поедем. А сейчас вот уже ситуация так складывается, что я вас вести, ну, честно, не хочу. Не потому, что у меня к вам какая-то личная неприязнь, а потому, что есть ситуация, которая мне не нравится. И я вправе просто от нее отказаться. Слушайте, не солидно, понимаете, не солидно. Я скажу всем, пацаки, чатланам на голову сели! Я... На таком уровне Да, вождения. это все понятно. Я могу быть там, да, вам там как-то непонятен, неприятен, но у меня есть свои принципы, я не повезу вас без денег. Ну, без оплаты просто. Вот и все. Поэтому, если не сложно, вы выйдете из машины просто и все. Ну, пока я не готова выйти, я надеюсь, что вы примете правильное решение, мы доедем и там решим. Так какое может быть правильное решение, если нет денег? Как я могу поехать? без Деньги денег? были оплачены. По безналу, Уважаемый, да, но да. безнал переключился на Значит, наличные. он поедем, и он обратно переключится, ничего страшного не случится. Такое тоже может быть. Как Хорошо. он Нет, переключился туда, потом если обратно? случится страшное, мы приедем, не будет мужа, не будет денег. Любая ситуация. Вы вышли и пошли, что я буду с вами делать? Ну, вот скажите. Ну, у вас же есть... Шубу с вас снимать? Шубу. Ну да, Думаю, ну что вам что? шуба моя не пригодится. Так я понимаю, она мне не нужна, так что я буду делать-то? Вот вы взяли и пошли. Ну, вот представьте Мы ситуацию. с вами свяжемся, значит, в любом случае, Нет, переведем извините, на нет. ваш счет. Нет, и все. не. Давайте, в общем, покиньте, если вам не сложно, мое транспортное средство, и я поеду дальше. Пожалуйста. Вы не сговорчивы, я здесь даже не знаю, куда мне двигаться, в какую сторону. Меня уже отвезли куда-то. Так нет, ну как? Какое-то время прошло. Ну, смотрите, вина-то тоже не моя, правильно? Так, хорошо, ладно, не вопрос. Мне очень важно время. Если хотите, мы можем просто взять и поехать в ближайшее отделение полиции, чтобы нас рассудили там просто. Вот и все. Как вы на это смотрите? Остановите машину. Спасибо, полицию. Хорошо, как скажете. Выходите? Что-то мне даже не выйти, видите? Понятно, друзья мои? В полицию, блядь, не хочется. А мне не хочется в деревне Зайцево охуеть с Дедом Мазаем, который скажет: денег нет, внучок, только зайцы, блядь, и все, на. И что я делать буду? Нет, может быть, там все не так, ну, нахуй мне рисковать. Вот вы сейчас скажете: Женек, ты охерел? Вы сейчас наверняка найдете люди: да я так 100 раз ездил, это все нормально. Я не хочу нормально там разбираться, ненормально. Мне ехать за там, блядь, 47 километров в какую-то жопу, остаться без бабок и 47 километров холостую, блядь, обратно. Вот таксисты меня поймут. Кто не таксисты, скажут: ну ты, вот ты охренел, вот ты, конечно, ты, блядь. Я знаю, что вы скажете, но поверьте мне, неделю работы в такси, вы сразу переобуетесь. Вот поверьте мне. Спросите у ваших знакомых таксистов. Никто не хочет этот блудняк встревать, блядь, понимаете? И я не хочу. Я лучше вот здесь закончу и поймаю другой заказ и помуковожу, как говорится, муковозить буду по району, чем я в какую-то жопу поеду, а потом охерею там, что муж каких-то этих самых асоциальных женщин моет в сауне и забил хер на свою жену, блин. Она скажет: могу отдать яйцами из-под курей. Не свежими, потому что муж забыл их убрать в холодильник. Ну, короче, свалит все на мужа, а я буду, блядь, подпрыгивать в тачке и охуеть, какой я добрый парень, который повелся на все эти разговоры. Ха-ха-ха, ху-ху-ху. Нетушки,
Не в этот раз. Хотя все могло быть там, если говорю, все нормально, но я не готов проверять. Это как эксперимент с котом Шрёдингера, который одновременно и жив, и мертв. Вот. Но чтобы не проверять, жив он там одновременно или мертв, запирать кошку с радиоактивным элементом в закрытой комнате. Вот, собственно говоря, и вся любовь. Пишите, хули, пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.